Right now we're here with the chief of the Donetsk People's Republic Army Press Center, and we're going to ask him a few questions about the situation in Donetsk and possible future events that will be going on. Hello, can you please introduce yourself? Начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Бессонов. Can you tell us what is the situation right now as far as the war goes? Ну, как обычно, с украинской стороны идут артиллерийские обстрелы регулярные. Вот за прошедшую ночь Петровский район очень сильно пострадал, так называемые Трудовские. Там несколько домов было разрушено. Вот. Сейчас там работают специалисты, и МЧС в том числе. Вот. Ну а так, в принципе, ничего не меняется. Каждый день, каждую ночь идут обстрелы, просто меняется интенсивность. Когда сильнее, когда слабее. Страдают люди. Вот, насколько мне известно, у нас за прошедшие сутки один раненый среди мирного населения. Вот. Ну, в принципе, вы здесь живете, вы это слышите, как бы так же. Говорить не о чем. Но наши ребята духом не падают, никто ни шагу назад не сделал, ни метра земли не отдал. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики как были на своих позициях, так и остались. Несмотря на то, что украинская сторона там иногда пытается заявить о каких-то своих победах, так сказать. The biggest question that people around the world have on their minds, and people that live here in Donetsk, I get asked this every day: when is the war going to end? Ну, когда война закончится, об этом, наверное, никто не знает. Вот. И я хочу сказать, что, скорее всего, она закончится, когда украинская сторона прекратит попытки захватить Донбасс силой и вообще. Тут же, ну, украинская армия сюда пришла. Не народ Донбасса пошел туда, а украинская армия сюда пришла. Это их инициатива. Мы защищаемся. Поэтому даже логически правильно ответить, что война закончится, когда украинская армия перестанет нападать на Донбасс. То есть, когда они просто развернутся и уйдут к себе домой. Мы никуда идти не собираемся. Вперед. Мы не собираемся Львов захватывать, Киев захватывать. Нет. Мы защищаем народ Донбасса. Мы стоим и защищаем. Поэтому война закончится, когда украинская армия развернется и уйдет по домам. Вот и все. Кроме того, также еще хочу сказать, что война закончится, когда население Украины, все население, перестанет молчать. Потому что с их молчаливого согласия вот это все происходит. Потому что тут гибнут люди, гибнут дети. Там это все народ Украины дает молчаливое согласие на это. Никто там не протестует против этого. Также их солдаты гибнут, их сыновья возвращаются в гробах. Когда народ прекратит молчать, а украинская армия уйдет к себе домой, тогда и закончится война. In the last 3.5 years since MH17 was shot down, I've been doing many reports from the crash sites and the surrounding areas about the situation and interviewing witnesses. And every year, going to the crash site, I have found human remains still on the sites. What do you think about that fact that there's still bones still on the site of MH17? Ну, конечно, на месте крушения Боинга, во-первых, площадь, по которой разлетелись эти осколки и остатки самолета, так и тел пассажиров, она не маленькая, она большая площадь. Вот. И, естественно, при падении самолет зарылся в землю. И очень много остатков, как самого самолета, так и людей, находятся в земле. Но по физике у нас климатические условия здесь такие, что летом у нас жарко, до плюс 40 градусов по Цельсию. Зимой у нас холодно, до минус 30, иногда до 35 градусов минус, опять же, по Цельсию. Вот. Физика происходящего такова, что грунт при низких температурах он сужается, плотность, уплотняется. При высоких температурах он расширяется. Конечно, вот это движение грунта, оно дает эффект того, что все, что находится внутри под землей, оно выталкивается наружу. Поэтому мы можем до сих пор находить
не разорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны. Вот у нас грибники, например, ходят каждую осень, собирают грибы в лесу. Вот они в том году проходили, на этом месте не было снаряда там, времен Второй мировой войны. В этом году пришли, увидели снаряд. Как? Потому что земля выталкивает, это физические процессы происходят. Также и в данном случае, я думаю, что еще через год, через два, если там не проводить какие-то работы специальные по изъятию остатков пассажиров и остатков самого самолета, то земля будет выталкивать еще долго, еще год, два, три будет проходить, и понемножку мы каждый раз можем находить эти остатки. Well, in April of 2015, the MH17 investigation team came and did a search at the location where I found many of the bones. And it's very understandable that some bones can come to the surface with the process that you're describing. But as for instance, this week, when I found 52 bones in one place underneath the stone, we look back to the reports that have been done in April 2015, that stone wasn't there, and it appears in the photos that that area did not have the bones there. It's such a compact space. Can you give us some insight on that? Ну, я не эксперт в этих вопросах, я могу только предполагать и строить свои версии. Вот. То есть вот в данном случае, то, что в одном месте были кости под камнем, да, и тут есть два варианта. Или таким образом они под землей находились компактно, и таким образом они и вышли, потому что кость имеет плотность больше, чем земля, чем грунт. И перепады температур так на них не влияют, они не видоизменяются. А вот грунт мог их просто выталкивать в том состоянии, в котором они там под землей находились. С другой стороны, я допускаю то, что там населенный район, там живут люди, там у людей огороды. Может быть, кто-то из местных жителей, кто нашел эти кости где-то у себя на огороде, вот, понимая, что здесь Боинг разбился, или просто, они просто их собрали, сложили в одно место, положили вот там, в том месте, где вы их нашли, и просто камнем приложили. Я допускаю этот вариант тоже, почему нет? Also, the MH17 investigation team, as far as most of the Western world, has said that MH17 was shot down by a Buk missile that was transported from Russia through Lugansk to Donetsk. What can you tell us about that? Ну, это сложно комментировать, потому что это звучит даже смешно, как бы. То есть российский БУК заехал сюда, чтобы сбить этот Боинг. Это, ну, мы, во-первых, я знаю точно, мы тогда не имели на вооружении вообще, и сейчас, наверное, тоже не имеем БУКи на вооружении. Вот у нас были ПЗРК, это переносные зенитно-ракетные комплексы, вот, которые действовали конкретно по военной авиации. Мы их использовали, и их было достаточно. Вы знаете результативность, что практически вся военная авиация Украины в 2014 году она была уничтожена в это время. Вот. Насчет того, как он мог сюда пройти с Луганска, во-первых, нужно понимать, что на тот момент было очень много... Украинская сторона даже действовала как? Она по всей территории разбросала свои группировки, они не одним фронтом действовали, их группировки были везде. Вот. И запустить сюда российскую технику, это было очень рискованно для российской стороны, тем более такую технику, как БУК. Вот. Поэтому я сомневаюсь, что даже теоретически кто-то мог бы на это пойти. Вот. Поэтому то, что сюда заехал, как вы говорите, российский БУК, это смешно, я даже не знаю, как это комментировать. Это просто, это нереально. Это очень глупо. Это то же самое, что, я даже не знаю, что было сравнить. Если Россия нам 3 истребителя поставила, 3 самолета. Ребят, давайте воюйте. Вот вам наши самолеты, как бы, да. Это примерно то же самое. Поэтому это невозможно. И то, что они говорят, они, это все как бы ложь. У них, опять же, давайте подумаем насчет черного ящика. Уже почти 3,5 года, да, этот черный ящик, который был в самолете в Боинге, он находится в Голландии, да, у этой комиссии. Он до сих пор не раскодирован, не опубликованы данные черного ящика.
Кроме того, мы видим сама ситуация. То есть украинский диспетчер направил Боинг в этот день, в это время сюда, по этому коридору воздушному. Я не думаю, что это было случайно. То есть все, если мы посмотрим на ситуацию нейтрально, вот, ну, беспристрастно, так сказать, посмотрим на эту ситуацию, что это все была спланированная операция. Специально спланированная операция украинской стороной. Для того, чтобы дискредитировать нас. И еще и подвязать сюда Россию. Поэтому все вот эти факты, если на это посмотреть в общем, на всю картину, указывают на это. И тут думать, ну, гадать смысла нет. Здесь просто надо подумать логически. И сразу все становится ясно. Я видел это видео, где они указывают маршрут Бука, якобы российского. Я видел это видео. Я хочу сказать, что, во-первых, я бывал в тех местах в районе Красного Луча, в районе Дебальцево. У нас мосты, которые там находятся, они вряд ли могут выдержать технику. Я помню, что даже танки, в том числе украинские танки, да, и когда мы отжимали танки в украинской стороне, ну как отжимали, забирали, конфисковывали, то мы такие вещи объезжали. Но у танка проходимость больше, и ему не надо такой путь преодолевать. Поэтому я думаю, что Бук этот маршрут по нашим дорогам, путепроводам, мостам преодолеть не может. Просто не пройдет. Я более чем уверен. What about the fact that there were many Ukrainian military planes shot down by Donetsk People's Republic in the summer of 2014? Значит, высота полета обычного пассажирского самолета и военного самолета, они разные. В каком плане? Мы сбивали военные самолеты в моменты, когда они или снижались для атаки, или уходили после атаки, когда военные самолеты снижали высоту. Потому что ПЗРК, которые у нас были, переносные зенитно-ракетные комплексы, они действовали на определенной высоте, там, если я не ошибаюсь, там, до 4 километров. А транспортные, пассажирские самолеты, они летят намного выше. Вот. Военные тоже. Вот когда военные высоко летали, мы их достать не могли, но только они атаковали нас, бомбили и уходили после этого. Вот когда вот при снижении достаточно было дистанции для того, чтобы поразить их. Вот я помню в Славянске, когда мы были, украинская сторона использовала самолет-разведчик, он единственный был рабочий в украинской армии, в украинской авиации военной. Это Ан-30. И вот он долго, он, наверное, где-то неделю летал очень высоко. Он как самолет-разведчик. Он снимал, фотографировал, наводил артиллерию и авиацию на объект. Мы его не могли достать. Но в тот момент, когда он совершал маневр и немножко снизился, наши ПЗРК его достали. Это вот Ан-30. Тут в Славянске у меня на глазах его сбили, как бы я это видел. Вот. А на большой высоте мы самолеты достать не могли. У нас нечем было. У нас были только переносные зенитно-ракетные комплексы. So it's not possible that there was a mistake and it was mistaken for a military plane and shot down? Это было невозможно. И какая ошибка? Но этот самолет летел очень высоко. Очень высоко. У нас нечем было его сбить. Даже если бы мы хотели, чисто теоретически, да, увидев точку в небе, сбить, мы бы не смогли. Военную авиацию, я уже объяснил, мы сбивали, когда она снижалась, для того, чтобы атаковать нас. В эти моменты мы сбивали истребители, штурмовики, вот, тот же Ан-30, о котором я рассказывал. А пассажирский, который высоко, мы сбить не могли. А если бы он летел низко, что в принципе нереально, почему он здесь низко летел, вот, то я думаю, его видно было бы, что это не военный самолет. Ну, опять же, чисто теоретически. Но он летел, насколько все знают, не низко. Он летел высоко, как и положено пассажирским самолетам, да, обычной, гражданской авиации. What can you tell us about the ability for journalists to look at the MH17 crash sites? Many journalists from the West say that they're not able to come and inspect the crash site.
is it possible for Western journalists to come to Donetsk People's Republic and go to the crash site to investigate for themselves? Да, ну конечно. Мы, насколько мне известно, наше руководство республики и наши команды не против того, чтобы сюда приезжали иностранные журналисты, которые хотят проводить свое личное расследование по теме Боинга. Также мы и, насколько мне известно, представители нашей республики регулярно приглашают следственную группу продолжить работу для того, чтобы разобраться, вот, ну, чтобы установить истину, потому что мы в этом заинтересованы, чтобы установить истину. Вот. Поэтому, конечно, они в любое время могут приехать заранее, конечно, связаться с нашим, там, не знаю, Министерством иностранных дел, вот, говорится, конечно. И им здесь препятствовать никто не будет. И вот даже вот по нашим, мне довелось возглавить пресс-службу, да, и в нашей работе часто общаюсь с иностранными журналистами. И они все отмечают то, что за ними нету контроля особого, и надсмотра там, и так далее. То есть они здесь чувствуют себя свободно. Поэтому, конечно, кто хочет сюда приехать для того, чтобы работать, без проблем вообще, нет никаких препятствий. And what about the MH17 investigation team? Because there's so many bones still left on the site, possibly buried or still on the surface. Is it possible for MH17 investigation team to come back to do another search to collect the remains? Ну, конечно, возможно, конечно, они могут проводить работу. Я думаю, что наша республика им даже технику выделит, которая может копать землю, ну, помогать им в раскопках, в поисках этих остатков и тому подобное. Это все реально. Вот. Главное, чтобы они этого хотели. Вот и все. Тут любое содействие наша сторона им, я более чем уверен, окажет. Вот. Главное, чтобы они этого хотели. Well, thank you. It's been very nice talking to you. And so there you go. The Donetsk People's Republic is ready to assist the MH17 investigation team to research to collect any remaining human remains that are still left on the MH17 crash site, and any journalists that want to come and inspect the MH17 crash site are allowed to. So please come, collect what's left, and for journalists, come and report on what's happening at the crash site.